У этой мумии было по 3 пальца на руках и ногах. Ее назвали Марией. И до сих пор никто не может однозначно сказать, что это древнее тело или искусственная фигура, собранная из костей разных животных. Власти Перу закрыли программу исследований без подробного отчета. Ученые из разных стран успели сделать томограммы, радиоуглеродный анализ и тесты ДНК, но единого ответа так и не прозвучало. А ведь начиналось все, казалось бы, совсем с другой истории. В начале октября 2023 года в аэропорту Лимы таможенников заинтересовала неприметная картонная коробка. На ней не было заметных надписей, подозрительных пометок или признаков ценного груза. И все же сотрудники досмотра решили проверить ее внимательнее. Когда коробку вскрыли, внутри нашли 2 небольшие фигуры, похожие на мумии. Они были одеты в традиционную андскую одежду и выглядели очень правдоподобно. Официальное заключение перуанских экспертов было однозначным. Это не древние останки, а подделка, собранная из костей разных животных. Казалось бы, на этом историю можно было закрыть. Но после этой находки снова заговорили о другом деле. Оно началось раньше и оказалось куда более спорным. Еще до истории с аэропортом в районе Наска находили другие странные мумии. Именно вокруг них до сих пор спорят исследователи, скептики и власти Перу. Важно не путать эти истории. Мария не была одной из фигур из аэропорта, это отдельная мумия из более ранней находки. С этой мумией работал Константин Коротков, доктор технических наук и профессор с большим опытом. Он видел такие объекты лично и участвовал в их изучении. Главный вопрос звучал просто. Мария была цельным телом или искусственной фигурой, собранной из разных костей. Чтобы это проверить, мумию изучили на томограмме. На этом снимке видно кости, суставы и то, как они соединены между собой. Если бы Марию собрали вручную, на снимках должны были остаться следы вмешательства, склейка, грубые соединения или неправильное положение костей. По словам исследователей, таких следов они не увидели. Радиоуглеродный анализ показал возраст около 1800 лет. Позже образцы Марии отправили на исследование ДНК в Канаду и Францию. Но возраст сам по себе еще ничего не доказывал. Древними могли быть и отдельные кости, которые использовали для фальшивки. Поэтому исследователей интересовал другой вопрос. Похоже ли это тело на цельный организм, а не на набор случайно соединенных частей? Сторонники подлинности утверждают, что на снимках кисти, стопы, запястья и кости пальцев выглядят не как случайно собранные детали, а как части одного организма. Коротков говорил, что видел около десятка похожих мумий. Если это так, тогда речь идет уже не об одной странной находке, а о целой группе объектов с похожими признаками. Но самый спорный эпизод связан с другой мумией. Ее назвали Монсеррат. Когда Монсеррат просветили, внутри ее тела заметили небольшой объект. Сначала специалисты не спешили с выводами и говорили только о том, что на снимке видно нечто внутри мумии. Позже часть исследователей высказала более спорное предположение. По их версии, этот объект может быть плодом. Если они правы, Монсеррат могла быть беременна. Предполагаемый срок около 30 недель. Если это верно, такую находку труднее объяснить простой имитацией внешнего вида. Одно дело изменить фигуру снаружи, и совсем другое — создать внутри объект, который на снимках выглядит частью организма. Именно здесь и возникает главный конфликт. Скептики требуют исходные снимки, доступ к образцам и повторные анализы. Сторонники подлинности отвечают иначе. Если это подделка, тогда где технические следы ее изготовления? Материалы по мумиям Наска представили на заседании Конгресса Перу. Там говорили о снимках, анализах, возрасте образцов и необычном строении тел. В обсуждении участвовали специалисты из разных стран. После такого заседания можно было ожидать открытой международной проверки, но ее не произошло. Независимая повторная экспертиза тоже не состоялась. Вскоре власти Перу закрыли программу исследований. Подробного отчета не последовало, и что подтвердилось, а что было опровергнуто, так и осталось неясным. И это не первый громкий спор вокруг загадочных находок в Перу. Самый известный пример связан с камнями Ики, тысячами камней с гравировками, на которых изображены динозавры, хирургические операции, карты звездного неба и люди, будто владеющие знаниями, которых у древних по официальной версии быть не должно. У скептиков есть серьезный аргумент. Еще в 60-е годы некоторые местные жители признавались, что сами вырезали изображения на камнях и продавали их туристам. Это сильно ударило по репутации всей истории.
Но наличие подделок еще не означает, что каждый спорный предмет тоже является фальшивкой. Поэтому здесь важны не легенды, а проверка. Где нашли предмет? Есть ли документы о раскопках? Можно ли повторить анализ в другой лаборатории? Те же вопросы относятся и к мумиям Наска. Могут ли независимые врачи, генетики и антропологи проверить все заново? Пока полных ответов нет, спор остается открытым. Если мумии являются подделкой, независимая экспертиза это покажет, и спор можно будет закрыть. Если они подлинны, значение этих находок станет гораздо серьезнее, и это станет началом одного из самых необычных археологических расследований нашего времени. Смотрите в этом выпуске. Число на гробе. В Таиланде женщина увидела число на крышке гроба и выбрала его для лотерейного билета. Почему этот странный знак принес ей крупный выигрыш? Рыбалка с огнем. На Тайване рыбу ловят не на крючок, а с помощью огня. Почему на свет пламени сардины и анчоусы сами выпрыгивают из воды? Кольца для младенцев. В Древнем Иерусалиме археологи нашли крошечные кольца с драгоценными камнями. Почему такие украшения могли готовить для детей почти с рождения? Рыба под землей. В Гане рыбакам для хорошего улова нужны не сети, а лопаты. Как рыба может прятаться под землей и жить там годами? Тайная каюта. На корабле Джеймса Кука была закрытая каюта, куда не пускали матросов. Что скрывали в этой секретной комнате? В Таиланде женщина пришла в храм и увидела число на крышке гроба. Она выбрала это число для лотерейного билета. Через несколько дней именно оно принесло ей выигрыш. Но самым странным был не сам выигрыш. Этот гроб принадлежал буддийскому монаху, и монах был жив. По рассказам местных жителей, он много лет спал в этом гробу. Почему число на крышке гроба показалось знаком судьбы? И почему в Таиланде такие истории воспринимают всерьез? Для многих тайцев лотерея давно стала не просто игрой. Это надежда на резкий поворот в жизни. Перед розыгрышами люди ищут счастливые числа повсюду. Если число появляется в необычном месте, его могут принять за подсказку. И вот в один из таких дней женщина пришла в храм, где жил монах со странной привычкой. Этот монах был известен тем, что спал в гробу. Для постороннего человека это выглядит пугающе, но для монаха гроб был напоминанием о смерти и о том, что жизнь не вечна. Он купил его много лет назад, после того, как увидел бедную семью, которая не могла собрать деньги на похороны родственника. После этого он решил заранее позаботиться о собственном погребении. На крышке гроба было выбито число. 2537. По тайскому летоисчислению, год, когда гроб изготовили. Женщина увидела это число и поставила его в лотерею. Позже она выиграла. Для скептика это совпадение. Чисел много, билетов много, и в каждом розыгрыше обязательно находится победитель. Но для многих тайцев история выглядит иначе. Число появилось в храме. Оно было связано с монахом, и оно было выбито на гробе, в котором живой человек годами спал, каждый день напоминая себе о смерти. Для верующего человека все это уже не похоже на случайность. Особенно если лотерея не развлечение, а единственный шанс выбраться из бедности. Но у джекпота есть и другая сторона. Иногда человек получает деньги быстрее, чем успевает понять, как с ними жить. В 2002-м 19-летний британец Майкл Кэрролл выиграл 9 миллионов фунтов. До этого он работал сборщиком мусора. После выигрыша ему казалось, что впереди новая жизнь. Но через несколько лет почти все состояние исчезло. Он тратил слишком быстро, ссорился с близкими, попадал в скандалы. Джекпот, который казался подарком судьбы, стал для него тяжелым испытанием. В этом и есть главный парадокс лотереи. Люди ищут в числах знак судьбы. Но даже выигрышное число не отвечает на главный вопрос. Спасет ли джекпот человека? Или станет для него новой проблемой? В Норвегии рыбак поймал тунца весом почти 300 килограммов и сразу попал в местные новости. Тунца он продал местным суши-барам, а заодно через журналистов попросил найти ему девушку, которая тоже любит выходить в море. Та откликнулась и позже стала его женой. Такие истории быстро становятся новостью. Но бывают рыбалки, где удивляет уже не размер улова и не объявление в газете. Удивляет сам способ ловли. В Гане рыбу ищут под землей. В сухой сезон местные рыбаки идут за уловом не к реке и не к озеру. Они берут лопаты и копают там, где воды почти не осталось. Когда водоемы мелеют, рыба-протоптер заранее зарывается в грунт и впадает в долгую спячку. Так она пережидает засуху не несколько дней, а месяцы и даже годы. И при этом не погибает. Ее организм устроен так, что она может дышать почти как наземное животное. Опытные рыбаки знают, где искать такие места. Рыбу можно выкопать почти голыми руками. Но есть промысел, который выглядит еще страннее.
И он не на суше, а в открытом море. На Тайване рыбаки выходят зажигают огонь прямо над водой. Вместо удочек они берут сети и длинные шесты с факелами. В темноте над морем вспыхивает пламя, и сардины сами поднимаются ближе к поверхности. Косяк тянется к лодке на свет, без наживки и без крючка. Здесь нет магии. Сардины и анчоусы реагируют на свет почти как насекомые на лампу. Косяк подходит ближе, рыба начинает метаться у поверхности, и в этот момент команда быстро забрасывает сети. Для огня используют карбид кальция. Вещество, которое вступает в реакцию с водой, выделяет горючий газ, и факелы продолжают гореть даже рядом с морскими брызгами. Со стороны видно ночное море, вспышки огня и серебристую рыбу у воды. Но для команды это не зрелище, а работа, где все решают несколько секунд. Если рыбаки опоздают с сетью, косяк уйдет. Такая огненная ловля появилась больше 150 лет назад не ради красоты, а ради выживания. У местных жителей не было больших судов, чтобы уходить далеко в море. Поэтому они придумали способ приманивать рыбу ближе к берегу, чтобы собирать улов даже на мелководье. Сначала использовали бамбуковые факелы и серу. Позже на остров завезли карбид кальция, и промысел стал проще. На борту работает целая команда. Одни управляют судном, другие следят за сетями, третьи собирают улов. Но главное здесь не сам факел, а человек, который точно знает, когда его зажечь. Такого человека называют мастером огня. Он решает, когда выходить в море и в какой момент поджигать факел. От его решения зависит, успеет ли команда подойти к косяку вовремя. Одним из таких мастеров стал Ли Котунг. Этому ремеслу его учили отец и дед, и для него это не просто работа, а семейное дело. Лика вспоминает, что раньше все было намного тяжелее. Нужно было постоянно следить, чтобы огонь не погас, а любая ошибка могла закончиться ожогом или пожаром. Но даже сегодня эта работа остается тяжелой и опасной. Рыбаки проводят в море много часов, рискуют получить ожоги и зарабатывают меньше, чем команды на современных промысловых судах. За последние десятилетия сардины подешевели, а у берегов их стало меньше. Молодому рыбаку проще уйти на современное судно, чем рисковать с факелами ради промысла, который уже не приносит прежних денег. Теперь старый способ постепенно уходит в прошлое. Власти попытались его сохранить. Огненную рыбалку признали культурным достоянием, рыбакам начали помогать субсидиями. Но одних субсидий оказалось мало, и тогда старый промысел стали показывать туристам. Люди приезжают, чтобы увидеть ночное море, факелы и рыбу, которая идет на свет. Туристы платят за такие выходы в море, и это дает мастерам шанс не бросать ремесло. Получается странная картина. Когда-то огонь над водой кормил рыбаков, потому что у них не было другого выбора. Теперь он кормит их потому, что это красиво. В Норвегии одна огромная рыба сделала человека героем новостей и помогла ему найти жену. В Гане за уловом идут туда, где, кажется, уже ничего не осталось, кроме сухой земли. А на Тайване старый промысел держится на людях, которые все еще умеют зажигать огонь над морем в нужную секунду. В древнем районе Иерусалима археологи нашли золотое кольцо, которое взрослому человеку не подошло бы даже на мизинец. Сначала находку можно было принять за случайность. Может быть, это детское украшение. Может быть, игрушка. Но потом рядом нашли второй перстень. Он тоже был крошечным, и на этот раз украшение оказалось золотым, с крупным гранатом. Если это игрушка, зачем делать ее из золота и вставлять дорогой камень? Если это кольцо для взрослого, почему оно такое маленькое? И почему похожие украшения находили возле домов, будто их специально прятали? Так маленький предмет превратился в большую загадку града Давида, одного из древнейших районов Иерусалима. Сегодня кольцо с драгоценным камнем чаще всего связывают с помолвкой, браком и серьезными намерениями. Его надевают, чтобы его видели. Но в древнем Иерусалиме все могло быть иначе. Именно здесь начинается главный поворот. Такие перстни могли быть связаны с обрядами перехода. Речь шла о девочках из состоятельных семей, которых рано начинали готовить к будущему браку. Для нас это звучит жестко. Но в древнем обществе брак часто был не личным выбором, а договором между семьями. Через него сохраняли статус, имущество и связи. Поэтому украшения могли готовить заранее, когда девочка была еще ребенком. Позже оно становилось знаком будущего перехода в новую жизнь. Но это был не просто подарок. Кольцо могло выполнить свою роль только в момент расставания с прошлым. Девушка снимала его и оставляла в особом месте. Например, у входа в дом. Под порогом. Для современного человека порог — это просто часть дома. Но в древнем обряде он мог означать границу.
За ним оставалось детство, родной дом и прежний статус, а впереди начиналась другая жизнь. По другой версии, кольцо могли относить в святилище как символический дар перед браком. Точного ответа пока нет. Археологи нашли слишком мало таких украшений, чтобы восстановить весь обряд. Но сами кольца показывают, что это были не дешевые безделушки. Древние мастера делали их сложным способом. Сначала создавали маленькую модель из воска, потом покрывали ее глиной и заливали металл. Так получалось тонкое украшение с точными деталями. Золото, гранат и сложная работа делают версию об обычной игрушке слабее. Главная проблема в том, что часть похожих находок могла исчезнуть до официальных раскопок. Черные копатели ищут золото и редкие камни не ради истории. Для них маленький перстень — это товар, который можно продать коллекционеру без места находки, слоя земли и связи с другими предметами. А для археолога эта связь часто важнее самого золота. Если кольцо лежало под порогом, это один смысл. Если в святилище — другой. Если рядом с другими украшениями — третий. Когда предмет уходит на черный рынок, его прошлое почти стирается. Так археологи могли потерять не просто красивые кольца. Они могли потерять ключ к обряду, который объяснял, как в древнем Иерусалиме ребенок переходил из детства в новую жизнь. На корабле Джеймса Кука была каюта, в которую не пускали даже матросов. Ее запирали на замок. И не потому, что внутри лежало золото. В этой каюте хранили телескопы и точные приборы. Без них все плавание теряло смысл. Официально британцы говорили о научной экспедиции. Кук должен был дойти до далекого острова Таити и наблюдать редкое явление — прохождение Венеры по диску Солнца. По этим наблюдениям ученые хотели точно рассчитать расстояние от Земли до Солнца. Но был и второй приказ. О нем знал только сам Кук. После Таити он должен был идти дальше, в южные моря, и искать неизвестную землю, которую тогда называли Южным континентом. Британия надеялась нанести ее на карту первой и закрепить там свое влияние. Так за научным плаванием скрывалась настоящая цель — политическая. Казалось бы, для такой экспедиции должны были выделить большой военный корабль. Но Адмиралтейство выбрало старое судно для перевозки угля. До этого оно называлось «Граф Пемброк» и развозило уголь у берегов Англии. Перед плаванием его переименовали. Новое имя было «Эндевр». В переводе «стремление». И вот здесь начинается странность. Этому простому угольному судну предстояло открыть Новую Зеландию, нанести на карту восточное побережье Австралии и пережить катастрофу, после которой не выживает почти ни один корабль. И все это под капитаном, которого никто не хотел брать. Кук не был аристократом. Знатные капитаны не спешили возглавлять долгий маршрут с неясным результатом. Слишком рискованно. Для Кука это был шанс, и он за него ухватился. 26 августа 1768 года Эндевр вышел в кругосветное плавание. Сначала он добрался до Таити. Там ученые провели наблюдения за Венерой. После этого Кук перешел к секретному приказу, пошел дальше на юг и запад. Он достиг Новой Зеландии и доказал, что это не один остров, а два. Затем Эндевр вышел к восточному побережью Австралии и подробно нанес его на карту. Несколько месяцев Кук шел вдоль берега. А потом на пути оказался большой барьерный риф, который тогда еще не был известен европейцам. Эндевр сел на мель. Для команды это означало одно — пробоина, течь и почти неминуемая гибель у незнакомого побережья. Если бы корпус не выдержал, корабль ушел бы на дно вместе со всеми. Команда несколько суток облегчала судно, выбрасывала за борт все лишнее, боролась с водой. Корабль удалось снять с рифа. Многие тогда говорили, что это было настоящее чудо. Угольное судно, которое никто не считал достойным большой экспедиции, выдержало удар, после которого тонут даже военные фрегаты. Казалось, после такого плавания корабль должны были сохранить навсегда, превратить в памятник. Но судьба Эндевра сложилась иначе, и с этого момента ее трудно объяснить простыми совпадениями. Сначала корабль списали и продали частной компании. Его переименовали в «Граф Сэндвич II», и герой Великих Открытий снова стал обычным грузовым судном. Возил товары в дальние порты, как будто его прошлой жизни никогда и не было. Потом началась война в американских колониях. Британской империи срочно понадобились корабли. Государство снова выкупило бывший Эндевр. Но взяли его не для дальних походов и не как боевую единицу. Корабль превратили в плавучую тюрьму. Палубы разделили на камеры. Пушечные отверстия закрыли решетками. Там, где раньше хранили приборы для наблюдения за небом,
теперь сидели люди, которых британцы считали мятежниками. В августе 1778 года все кончилось. Британцы решили закрыть вход в гавань затопленными судами, чтобы вражеский флот не смог пройти. Среди этих судов оказался и бывший «Эндевор». Корабль, который когда-то открывал новые земли, теперь нужен был только для того, чтобы преграждать путь другим. Его отправили на дно, а через несколько месяцев на другом конце света погиб и сам Джеймс Кук. Это произошло на Гавайях во время столкновения с местными жителями. Корабль ушел под воду, и почти сразу не стало того, кто привел его к великим открытиям. Совпадение? Может быть. Но многие моряки потом говорили, что судьба корабля и судьба капитана у англичан всегда идут рядом. Когда уходит один, недолго остается другому. Напишите в комментариях, какая история из этого выпуска зацепила вас сильнее всего. Мумии с 3 пальцами, число на гробе, огонь над морем, кольца под порогом, рыба под землей или запертая каюта Кука. А если этот выпуск вам понравился, посмотрите другие видео на канале. Там есть и другие странные находки, нераскрытые тайны и истории, которые официальная наука до сих пор обходит стороной.